Добрый день, меня зовут Катерина Аджар, и я дипломированный консультант и преподаватель этикета. И сегодня у нас первое занятие по этикету и элегантности манер с Сонечкой, на котором мы раскроем такое понятие, как элегантность. Что же это все-таки такое? Элегантный человек, какой он? И что все-таки выгоднее для человека, для любого вообще из нас, быть красивым или элегантным? Ну, скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления вообще о первом дне, который был вот от встречи с психологом? Может, что-то ты в себе раскрыла, открыла? Может, у тебя появились какие-то новые желания, новые ожидания? Что скажешь? Не знаю, желание у меня пока что не появилось, но я даже после первой встречи с психологом я начала больше открываться даже родителям. Сонь, скажи, пожалуйста, элегантность, что для тебя значит это слово вообще? Вот что первое тебе на ум приходит? Вот элегантность, какие ассоциации? Не знаю, какое-то, наверное, когда такие платья все и все такое аккуратное. То есть это связано только с внешним видом, ты думаешь? Да. Только с внешним видом? Нет, не только с внешним видом, то есть с едой, с еще чем-то, то есть. Что ты любишь, от этого зависит элегантность. Что ты любишь на завтрак или на обед? Хорошо, давай я тебе упрощу. Скажи, пожалуйста, элегантная девочка, либо элегантная женщина для тебя, что это за картинка? Как она выглядит? Во что она одета? Как она двигается? Как она говорит? Кто она? Вот тоже, что первое приходит на ум? У нее поставлена правильная речь, она, наверное, высокого о себе мнения и, наверное, она большую часть носит платьев и всего такого, больше открытого, нежели. Открытого, что ты имеешь в виду? Открытое декольте, короткие юбки или все же нет? Например, платье до колена, или. То есть короткая юбка и элегантность это несовместимые понятия? Я даже не знаю. Сонь, как по-твоему, я сегодня элегантная? Да. Ну, хотя я в джинсовом комбинезоне и в кроссовках, тебя это не смущает? Смотри, мы сегодня проработаем все-таки с нашими зрителями, да, вот это понятие элегантности и с тобой. И я развенчаю это мнение, что элегантный человек это какой-то такой немножко старомодный, наверное, все-таки, да, образ ты описала, очень закрытый, высокого мнения о себе. То есть что это значит? Что, наверное, человек все-таки немножко ведет себя даже как-то не очень корректно по отношению к окружающим, правда ведь? Если люди чрезмерно высокого мнения о себе, они, конечно, могут себе позволять какие-то излишества. Мы сегодня эти все вопросы раскроем и разные убеждения развенчаем. Но сперва скажи, пожалуйста, вот эта элегантная девушка в твоей голове, какой у нее уровень достатка должен быть? Вот чтобы быть элегантной, обязательно быть с очень высоким уровнем достатка или не обязательно? Как считаешь? Не знаю, думаю, обязательно. Обязательно. Угу. То есть ты считаешь так, почему? Потому что? Даже не знаю. Из-за одежды, из-за стоимости одежды, возможно? Либо... Не знаю даже. Ну да, наверное, из-за одежды и больше нечего. Вот смотри, я тебе обещаю, что на протяжении вообще нашего обучения, нашей программы, мне удастся все-таки тебе показать, что абсолютная элегантность не зависит от материального положения. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, элегантность зависит от возраста? Нет. Не зависит? В любом возрасте можно быть элегантным, да, это хорошо. Элегантность зависит от комплекции. То есть пышные формы, либо Нет, очень тощий человек может быть элегантный. Да.
Может быть, замечательно. То есть у тебя сейчас только одно возражение, что чисто материальная сторона не даст человеку быть элегантным, если у него на что-то там не хватает, на какое-то платье, правильно? Ну, не знаю, я думаю то, что наполовину думаю то, что может быть материально, а наполовину то, что нет. Мгм. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, просто так переодеть человека в элегантную одежду, да, сделать ему прическу, там, макияж, этого будет достаточно, чтобы человек действительно транслировал вот эту элегантность в этот мир? Нет. Нет. А что еще нужно? Манеры, Манеры. правильно поставленная речь. Правильно. Что еще? Наверное, еще походка. Мгм. И все. И все. Сонь, где твой рюкзак? Он в раздевалке. В раздевалке. Давайте мы сейчас попросим, чтобы принесли Сонин рюкзак. И на примере рюкзака я покажу, как все-таки из чего состоит элегантность и каким образом элегантный человек пользуется всеми этими инструментами. Это Сонин рюкзак. Это Сонин рюкзак. Соня, что там? Давайте Сколько посмотрим. килограмм? Ой, слушай, это для самообороны рюкзак. Что там, Соня, у тебя? Книги? У меня полно книг. У нас еще сегодня была физкультура, и там переодевачка, конечно. Мгм. Наверное, расческа и все. Смотри, вот у тебя есть рюкзак. Давай представим, что все, что у тебя внутри рюкзака, это те инструменты элегантности. И вот, допустим, ты сегодня встала утром, да, и ты знаешь, что ты идешь в школу, ты понимаешь, что, ага, для школы, для именно этого места, для этих друзей, для этого общества, каким образом, какое поведение я выберу с утра, какую одежду, как я за собой буду ухаживать с утра, чтобы весь окружающий мир видел меня именно такой, какая я есть на самом деле. А благодаря вот этим табличкам, которые тебе было дано домашнее задание заполнить дома, и твоя мама заполнила, и независимые эксперты заполнили, глядя на тебя, мы поймем, как ты себя чувствуешь и как тебя видят окружающие. Хорошо? Но я хочу отметить, что это касается только лишь пока внешности. То есть мы будем углубляться с каждым уроком, но пока только внешности. Эта таблица называется таблица красоты. И здесь перечислены абсолютно все части тела, так сказать, да, наши, человека, девушки, женщины. Нас же смотрят не только девочки, да, вот твоего возраста, Соня, а и мамы, у которых тоже дочки, и сыночки. Это, в принципе, для всех актуально. Вот у нас дана такая таблица, где Соне нужно было выбрать 5 своих козырей. То есть 5 тех частей тела, которые Соня считает самыми выигрышными для себя. Давайте посмотрим, что же Соня выбрала. Так, Сонь, ты выбрала верхнюю часть локтя, то есть вот это место, да? Хочу заметить, что сейчас у тебя футболка, и здесь она широкая, она это место не показывает. Я потом скажу, почему я это сказала. Так, не подчеркивай, так сказать. Область декольте ты считаешь красивой у себя. Живот, прямизна ног, форма ног, да? И уши. То есть вот то, что Соня посчитала в себе своими козырями. А давайте теперь все-таки посмотрим, что же эксперты сказали о Соне, как они тебя оценили. Так, ну смотри, без обид, это потому что необходимо, да, для нас. Так, у меня розовая папка, розовая ручка, сегодня все в розовом. Так, ну смотри, рост, да, первый эксперт, это рост, цвет волос. Смотри, ты что-то написала про цвет волос? Вообще, как ты волосы свои оценила? Где они здесь у нас? По-моему, 8. Цвет волос. Угу. Потом глаза. Так. Глаза. Шея.
и увлечения твои, то есть элегантности. Ага, здесь у нас не только еще части тела, еще и грани элегантности, то есть внешний вид, ум, манеры, речь, жесты, походка, осанка, привычки, имидж, увлечение, окружение. И вот увлечение тебе первый эксперт поставил 10. А ты что-то себе поставила здесь? Ты, кстати, тоже увлечение себе 10 поставила. Вот в этом вы сошлись с первым экспертом. Так, хорошо, смотрим второго эксперта. Цвет волос. Смотри, опять. Цвет волос. Опять волосы, густота, фактура. Потом овал лица. Глаза. Снова-таки, Сонь, смотри. Шея и верхняя часть до колена. Такое, это в форме ног, да? И, кстати, увлечение тоже 10. Немножко, этот эксперт немножко побольше у нас тут поставил тебе 10. Так, следующий эксперт что сказал о тебе? Давай смотреть. Рост. В принципе, да, у тебя сошлось с ростом. Лицо в целом. Потом талия. Длина ног. Вот. Есть какие-то открытия для себя? Ну, по поводу, наверное, волос и ног. Волос и ног. Сонечка. Так, и последний эксперт, это 10 за рост, пропорции, волосы, густота, фактура, смотри. Глаза, снова-таки волосы, глаза, прямизна ног. Вот. И что тут, увлечение тоже 10. Тебе вообще по увлечениям все 10 поставили, потому что наши независимые эксперты, это все-таки наши педагоги, либо администраторы Центра развития «Зайка», поэтому они знают о Сонином увлечении, и мы все очень восхищаемся вообще им, и тоже очень хотим заниматься балетом на пуантах, но пока у нас нет времени. Так, ну хорошо, Сонь, какие у тебя ощущения? Что ты скажешь? Что насчет волос? Ты никогда не задумывалась, что они у тебя козырь твой? Нет, потому что я всегда хотела себе темные волосы, они более красивые и кучерявые хотела. Ну, опять, это твое убеждение, но тем Да. не менее, смотри, окружающие воспринимают именно их как твой козырь. Что насчет глаз? Глаза я свои не очень сильно люблю. Почему? Что тебя не устраивает? Цвет? Нет, цвет Форма? меня устраивает, но у меня комплекс из-за того, что у меня одно веко одинарное, а другое двойное. Асимметрия. Да. Ты знаешь, у меня тоже. И я могу сказать, что у 99% людей есть абсолютная асимметрия. Мало того, сейчас вот меня снимают, и я говорила о том, что у меня есть рабочая сторона, есть нерабочая, это еще с моей прошлой профессии, моделью, но тем не менее это есть у всех. Если мы просто закроем вот так вот листом, да, вот эту часть сфотографируем и другую, и ты, когда их приложишь, это два абсолютно разных человека, это абсолютно для каждого такое будет. Поэтому симметричного никого нет в этом мире, поэтому можешь прямо расслабиться. Так, теперь смотри, какая твоя задача. Твоя задача, вот эти все твои козыри, 5, давай их еще раз выделим в тебе, каждый раз, выходя на улицу, подчеркивать. Смотри, если твой козырь волосы, значит, ежедневно ты делаешь на них акцент, делаешь красивые прически, они у тебя чисто вымытые, ухоженные. Желательно, конечно, если уж это козырь, доводить до 20 и носить в распущенном виде, делать разные прически, украшать какими-то аксессуарами, ободками, правильно? Какими-то заколочками, потому что мы должны вот эту 10 довести до 20. То есть мы концентрируемся не на недостатках, которые так всем кажется, что у них есть недостатки, если они концентрируются только на них, то они становятся лучше. Нет, мы пойдем по другому пути. Мы будем концентрироваться только лишь на твоих достоинствах, хорошо? На твоих козырях. То есть с волосами все понятно? Да, на следующее занятие, значит, ты приходишь
С распущенными С волосами. распущенными, ухоженными, красивыми. Можно подкрутить. Разные техники. У нас будет встреча с парикмахером, который тебе покажет, как без ущерба для волос делать себе какие-то легкие красивые прически. И также мы с тобой еще, когда пойдем на шопинг, будем говорить о стиле, мы тоже подберем какие-то аксессуары для волос. Второе, что у нас второй козырь? Какой? Глаза. Многие же сошлись на глазах. Но согласитесь, такие прекрасные, красивые глаза, замечательные. Но я тебе хочу сказать, что тебе очень повезло, у тебя густота бровей и форма и ресниц очень хорошая. Поэтому, в принципе, у тебя глаза сами по себе очень подчеркнутые. Я бы сказала, чтобы глаза довести до двадцатки, тебе элементарно просто будет достаточно гелем зачесывать волоски бровей наверх. Ну, то есть у нас будет еще встреча с визажистом, и мы обо всем этом поговорим и найдем самый лучший вариант для тебя. Теперь следующее. Ты написала, что у тебя уши тебе нравятся твои. Да. Вот никто об ушах не написал, но ты написала, если тебе так хочется, ты можешь прическу когда делать, да? То есть нам надо показывать эти козыря, ты можешь одно ушко вот так вот показывать, да? То есть одну сторону пусть это будет открытое ухо, а второе волосами закрыто. Либо наоборот какую-то такую прическу вот с ободком, когда у тебя и уши открыты. Опять уши как украшаем? Сережки одеваем и, ну, их, конечно, больше открываем. Так, правильно. Так, я предлагаю за третий козырь все-таки взять твою шею, тонкую, красивую, лебединую, тем более для балерины. Что мы делаем с шеей? Мы тоже ее пытаемся всегда показать и открыть. Смотри, у тебя козырь волосы, уши, шея, да? И зона декольте, ты даже еще говорила, да? Мы не будем носить бешеное декольте, это не нужно, в особенности в Турции, в особенности в твоем возрасте, это неуместно. Но вот эту часть ты должна открывать. То есть каждый день ты делаешь такую прическу, чтобы была видна твоя шея. Еще как мы шею можем дополнить? Я, кстати, тоже свою шею считаю своим козырем. Как ты считаешь, как я сегодня ее показала? Не знаю. Ну, я собрала волосы назад, да? Собрали волосы назад и, наверное, открыли, ну, не такую закрытую одежду. То есть V-образный вот этот вырез, да, все-таки подчеркивает мой козырь, правильно? А еще, как ты считаешь, что еще подчеркивает мою шею? Не знаю. Смотри, у меня серьги, и они немножко такие удлиненные. Для девушек, которые хотят подчеркнуть свой этот козырь шею, Ольга, конечно же, лучше носить более удлиненный вариант сережек и тем самым обращать внимание, украшать, до 20 повышать. Правильно? Правильно. Так, это у нас был четвертый козырь шея, да? И пятый, что у нас будет? Что ты еще отмечала? Живот ты отмечала. Но живот, смотри, как бы постоянно его демонстрировать, это просто некорректно. Ты не везде сможешь. Как ты сможешь талию продемонстрировать, если не живот? Ну, наверное... Благодаря какому-то пояску, либо какой-то Или такой пояс... одежды, да, которая бы подчеркнула твою талию. Правильно? Например, какое-то обтягивающее платье, оно тоже подчеркнет. Ну, платью не обязательно быть обтягивающим, потому что у тебя идет внимание именно на твою талию. То есть это должно быть либо какая-то модель, либо пояс, да, который, даже если это что-то оверсайз, все равно с акцентом на талию. То есть смотри, где тут талия у нас? Значит, ты теперь живешь по такому правилу. Ты каждый день подчеркиваешь и повышаешь до 25 своих козырей. Окей? Окей, договорились. Дай 5. Неэлегантный жест, но тем не менее. Соня, я сейчас покажу упражнение, которому меня научили, когда мне было 17 лет, и я окончила школу моделей в городе Донецке, в Украине. И вот, кстати, вот это упражнение я пронесла с собой по жизни, которое действительно помогает собраться и вспомнить осанки,
какой она должна быть. Элементарно, я думаю, абсолютно каждый знает об этом упражнении. Когда мы становимся к стене, наш затылок, плечи, попа и пятки касаются стены ровно. Мы немножко приподнимаем плечи и потом назад и опускаем вниз. И вот именно в таком положении, при этом напрягая наш живот, напрягая ноги, ягодицы, мы стоим 15 минут. И тем самым мы укрепляем свой мышечный корсет немножко за счет того, что все равно мышцы напряжены. И тело наше запоминает это положение, которое очень важно не только лишь для нашей красоты, а и для нашего здоровья. Сонь, давай. Будем сейчас пробовать. Давай. Давай, становись. Вот смотри, вот опять идешь, видишь, у нас отражение есть как раз. Вот смотри, идешь так. Вот сравни меня, если я вот так буду ходить. Что обо мне можно подумать? Что я в грусти, в печали, живот болит или что болит? Что у тебя, болит что-то? Голова болит. Покажи, какая ты красавица, как на балете. Давай, все, мы не стесняемся, мы становимся леди. Мы подходим все-таки сюда к стене. Вот, вот, так. Попа, плечи. Вверх и теперь вниз, живот напряги, еще плечи немножко надо развернуть. За счет того, что ты постоянно сутулишься, у тебя это уже положение очень знакомо твоему телу, оно уже комфортное, но на самом деле это не комфортное, не здоровое положение тела. Ты сейчас вот так делаешь и теперь, ага, вот. И вот так 15 минут мы засекаем и стоим каждый день. Я хочу сказать, что у меня есть очень хорошая подруга, она инструктор по пилатесу и по йоге, и вот она мне рассказала, насколько все-таки наша осанка важна для нас, для нашего здоровья, и там вообще не о красоте. До такой степени, что вообще у нас нарушается кровообращение. У нас же здесь вот эта лимфатическая система плохо функционирует, из-за этого у нас снижается иммунитет. То есть вообще это не про красоту. Мне фото, видео, отчет, хорошо? Каждый день. Окей? Договорились? Все, давай, 5. Соня, я хочу озвучить перечень тех тем, на которые мы с тобой проведем уроки по этикету. Первое – это элегантность манер, потом светская беседа, личная дипломатия, реакция на хамство, которые тебе так нужны, я думаю, столовый этикет, эстетика движений и речь элегантной леди. Поэтому будь готова, действительно очень много информации, очень много всего. Соня, я хочу сказать о том, что элегантная женщина, она всегда красива, а красивая женщина не всегда элегантна. И это же относится и к одежде, к аксессуарам, к макияжу и, конечно же, к нашему маникюру. Поэтому очень выгодно быть элегантной. Почему? Потому что, во-первых, элегантная одежда не выходит из трендов, из моды на протяжении долгого времени. Это не значит, что нужно быть не модной, ни в коем случае. Наоборот, элегантная женщина на моде следует. Но она так делает этот образ, что его вроде как он и в глаза так не бросается, но он настолько подходит и подчеркивает все твои козыри, да, что тебя видят как человека, а не как только одежду и за ней человека. То есть у нас цель же абсолютно другая. Тебе вот такое домашнее задание. Опять же, стоять возле стены и делать разные упражнения. Я думаю, Ольга на балете также может тебе показать, что ты можешь сделать для того, какие упражнения, чтобы все-таки спину раскрыть и чтобы у тебя была всегда осанка. Неважно, насколько будет дорогой, качественной, красивой, элегантной одежда, если нет осанки, девушки, осанка это ваше все. Если нет осанки, самое красивое платье никогда не сядет на вас хорошо. То же самое касается и мужчин. Без осанки ты не можешь быть леди и джентльменом. Всем делаю объявление о том, что теперь мы следим тоже за Соней, за ее походкой, за ее осанкой. И как только она входит в зайку, если она пытается как-то развалиться на диване, мы не даем ей этого шанса. Она должна всегда ходить и сидеть с ровной спиной. То же самое, если она в раздевалке снова захочет посидеть на полу, даже если ей слишком захочется, только с ровной спиной. Вот, пожалуйста, Олечка, тоже поддержите, пожалуйста. И я вас прошу показать еще Соне какие-либо дополнительные упражнения, как домашнее задание, чтобы все-таки мы укрепили ее этот мышечный корсет. Да, потому что какая леди без осанки? Леди без осанки не существует.